В историческом центре Москвы находится общественный музей имени Николая Константиновича Рериха. Вот уже четверть века здесь бережно сохраняется наследие великого русского художника и членов его семьи, которые посвятили свою жизнь развитию, сохранению и защите культуры. Каждый день сюда приходят сотни посетителей, чтобы соприкоснуться с этим великим творческим наследием выдающихся деятелей мировой культуры. Этот необычный музей был создан Международным центром Рерихов по инициативе и при непосредственном участии младшего сына Николая Рериха, Святослава Николаевича. Вторые сутки ожидания у центральных ворот музея Рерихов. Бывшие сотрудники в молчаливом противостоянии пытаются восстановить свои права и отменить решение суда о том, что теперь музей Востока – законный владелец усадьбы Лопухина. Все зависит от нас. Позволяем мы это грабить, уничтожать, или мы это молча отдаем, или мы это защищаем. Мы будем ночью здесь так же, как и прошлую ночь. Мы будем фиксировать все нарушения, и все эти видеоматериалы и фотоматериалы со временем станут обличительными документами, я уверен, в судебном деле против погрома общественного музея Николая Константиновича Рериха. В России победило зло. Разве нет? Значит, мы должны противостоять этому злу и что-то делать. А что? Каждый делает по-своему. Мы же отсюда не ушли с момента захвата. Мы здесь оставались все время. Вот мы ночью в машинах дежурили, отдыхали там по очереди. Ходили здесь вдоль ограды музея. И вот это понятие рубеж, оно закрепилось. Для меня это как бы граница света и тьмы, рубеж. Вот я стою на границе, да? А это наш рубеж, рубеж правды, рубеж, где происходит борьба за справедливость. Самое главное наше предназначение здесь – это вот как понятие полкового знамени, вокруг которого объединяются силы, большие, малые. Мы как общественность, как волонтеры, просто стоим, смотрим, записываем, создаем своего рода летопись разрушения нашего общественного музея. Собрались, скинулись, да, купили вот эту вот подержанную старую «Газель», всю штопанную, перештопанную, латанную, перелатанную, да, перекрасили ее, вот оборудовали как могли, да, поставили здесь печку, чтобы было тепло, дополнительное освещение и стали следить за этой ситуацией, которая происходит вот там, за стенами усадьбы Лопухиных. 28 апреля 2017 года вдоль по Малой Знаменке пролег некий рубеж. Незримая линия, разделившая 26-летнюю историю общественного музея и центра Рерихов на две части – до и после. В прошлом – мировое признание МЦР и его музея, передвижные выставки в России и за границей, международные научные конференции, издание книг и журналов. В настоящем – разгромленный государством музей и отсутствие доступа к наследию Рерихов. А значит, необходимость общественного контроля над действиями захватчиков. Здесь, на рубеже. Потому что на территории усадьбы Лопухиных осталось не только наследие Рерихов, но и памятники с прахом Николая Васильевича и Елены Ивановны Рерих, которые Министерство культуры видеть на территории усадьбы Лопухиных не хочет. И мы боимся, что они могут их снести. Все зафиксировать. Каждое передвижение, каждое перемещение этих людей, захватчиков.
Наше присутствие здесь служит сдерживающим началом для сотрудников Музея Востока и не опасаются контроля со стороны. Круглосуточно этой вахте скоро 2 года. Днем и ночью, в жару и дождь, в мороз и метель, добровольцы без устали мониторят обстановку на рубеже. Кто организовал этот пост? Кто эти люди? Откуда? Сейчас из Кемерово Елена дежурит, Ольга с Урала дежурит, с Алтая тоже дежурит Оля, приехала. Я, Коваленко Ольга Васильевна, приехала с Горного Алтая, стою на рубеже. Петрова Галина Дмитриевна, я из Подмосковья. Елена Татарская, волонтер. Наталья Ивановна Ларина. Я живу в Москве, пенсионерка. Мы стоим, так сказать, живой совестью у них на глазах. Мы отстаиваем справедливость. Мы здесь собрались люди, которые неравнодушны к тому, что произошло с нашим музеем. Я считаю, что здесь идея дежурства пришла не к кому-то в голову, она самоорганизовалась. Те поняли, что у нас отнимает то, что нам самое дорогое, что у нас есть в этой жизни, можно сказать, чем мы жили столько лет. Поэтому мы отсюда не ушли изначально. Вот с той ночи, 28 числа, мы здесь находимся. Здесь собрались люди, которые не согласны с тем, что случилось 28-29 апреля 2017 года, когда мы Общественный музей Рериха потеряли. Когда он был захвачен и разграблен Государственным музеем Востока. Со слов чиновников Минкульта, главной целью захвата и уничтожения Общественного музея имени Николая Рериха было создание музея Николая Рериха. Только государственного, академического, вместо прежнего общественного. В этих зданиях усадьбы мы предполагаем сделать большой музей семьи Рерихов, в котором основной упор будет сделан на художественное творчество Николая и Святослава. Так сообщил россиянам телевизор. Такое прикрытие операции в разведке называют «дымовой завесой». Поклонникам творчества идей семьи Рерихов можно не волноваться, ведь через некоторое время здесь откроется государственный музей, причем академический, где все раритеты будут состоять на учете и изучаться. Слышали? Нам невзначай сообщили, что в Общественном музее раритеты якобы не состояли на учете и не изучались. Дальше агрессии положено нарастать. Тем действенней дымовая завеса. После освобождения усадьбы Лопухиных от оккультизма, сектантства и махинаций там откроют Государственный музей семьи Рерихов. Сектантство и махинации. Вот вам и оправдание захвата усадьбы. А теперь главный удар по рериховцам. Повод для беспокойства есть. По уставу МЦР эта общественная организация может распоряжаться картинами Рерихов как угодно. К тому же не все раритеты относятся к Государственному музейному фонду. То есть при желании они могут уйти за границу. В силу прямого запрета, который содержится в законе о музеях и музейных фондах Российской Федерации, те картины, которые находятся в Международном центре Рерихов, не могут быть вывезены за пределы Российской Федерации. Поэтому никакой угрозы утраты этих картин в результате удовлетворения заявленных Международным центром Рерихов требований не существовало. В войне государства с Общественным музеем все средства хороши. И в том числе обвинение его сотрудников в профнепригодности. Если мы будем проходить по всем экспозициям, то увидим большое количество самых разных нелепиц и несоответствий. Общественный музей осуществил концепцию Святослава Николаевича Рериха. В музее не просто висели в ряд картины. Залы были посвящены основным этапам жизни и творчества Рериха, и каждому этапу соответствовали свои художественные полотна. Речь идет не о том, что мы собираемся сломать
общественный музей. Речь идет о том, что мы собираемся уничтожить все наследие, спрятать его от людей. Нет. Мы просто хотим немного переделать так, чтобы это было на современном уровне. Переделка общественного музея началась с того, что темной апрельской ночью некие люди в черном захватили усадьбу Лопухиных. Как мы видим, при поддержке полиции, при участии директора Государственного музея Востока господина Седова. Вот он, довольный на лестнице. А вот Александр Седов на крыльце. Общается с советником министра культуры Рыбаком. Это они направляли действия силовиков. На наших глазах снимали картины. С какой усмешкой и с каким наслаждением делали это господин Рыбак, советник министра культуры, господин Кртычев, заместитель директора музея Востока. Рыбак, вот я запомнил, наверное, на всю жизнь. Он идет по залу с картиной и говорит, усмехаясь мне: ну не люблю я Рериха. Вот они не любят Рериха, потому и разрушили наш музей. Это святая святых музея МЦР, хранилище фондов. Для сохранности картин здесь соблюдали особый температурно-влажностный и бактерицидный режим и особые правила пребывания людей. Непременно в халатах, бахилах и перчатках. Не более 5 человек разом. Все эти правила были грубо нарушены. Когда в хранилище пришли представители МВД и представители Государственного музея Востока, в частности, господин Кртычев, я попросила снять верхнюю одежду, потому что все-таки это хранилище. Ну и для того, чтобы люди входили в хранилище, у нас бахилы были. Ну, в общем-то, все проигнорировали мою просьбу. Вы знаете, я музейщик с очень большим стажем. Музейщик с большим стажем и вообще человек музейного пространства, мне кажется, не может позволить себе так вести, потому что у него внутреннее уважение к тому пространству, что есть музей. Запрещено работнику, но позволено хозяину. Видимо, так считают в Минкульте. Эти здания, все 3 строения усадьбы Лопухиных находятся в федеральной собственности и в оперативном управлении Государственного музея Востока. Когда музей Востока захватывал территорию усадьбы Лопухиных, еще не было окончательного решения суда об этом, понимаете? Фактически это был рейдерский захват. Почему мы говорим, что рейдерский захват? Потому что суд их здесь пребывания только узаконил 21 августа. До 21 августа они здесь находились незаконно. Государство, как собственник, приняло решение передать это свое имущество нам в оперативное управление. Вот мы и являемся в настоящий момент людьми, которые собираются оперативно управлять этим имуществом. И еще раз, наша задача сделать здесь государственный музей. Я, значит, устроилась старшим смотрителем в отделе постоянной экспозиции музея. Это замечательная работа, потому что старший смотритель открывал музей утром. Представляете, иду я по залам, тишина, это цвет картин завораживающий, это волнующая обстановка. Вот я рассказываю, как произошел захват, как полиция поддерживала, как нас вытеснили, как завладели всем имуществом. И вот я это рассказываю людям и сама себе не верю. Думаю, я же это видела, это же правда. А вот настолько это в моем сознании было чудовищно, что... Музей был разрушен прежде всего, потому что это был не государственный музей, а общественный. Совершенно новой формации, и в общественном музее, вне подчинения чиновников, находились культурные ценности мирового значения. Вот это не давало чиновникам спокойно спать.
хорошие времена, когда шли выставки, концерты и экспонировались произведения Рерихов, мы были здесь. Плохие времена, когда произошел захват музея, мы также здесь. И до сих пор мы здесь, потому что надеемся на торжество справедливости. Не дожидаясь, пока вступят в силу решения о расторжении договоров аренды и выселении МЦР, Музей Востока захватил усадьбу. Имущество музея и центра Рерихов, личные вещи сотрудников – все оказалось на ответственном хранении Музея Востока без актов приема передачи. Но главное – наследие. Изначально было захвачено наследие Рерихов, огромное наследие. У нас были захвачены здесь библиотека Рерихов, архив, рукописи, да, картины. Мы не знали вообще о их судьбе ничего. Мы стояли и фактически собой загораживали, чтобы отсюда не могли ничего вывести, что принадлежит музею МЦР. Мы фиксировали все в нашу вот эту тетрадь, да. Вот я покажу вам записи тетради тоже. Фиксировали, значит, выносили, вывозили, грузили, машины, люди. Поэтому у нас целая летопись образовалась. У нас много-много толстых тетрадей. Было непонятно, что в дальнейшем с нашим с наследием, в дальнейшем с имуществом этого музея. Музейное оборудование тоже представляло немалую ценность. Импортные антивандальные витрины, авторское оформление залов, компьютерные системы контроля и охраны. Но ведь новый хозяин усадьбы обещал не сломать общественный музей. Помните? Мы просто хотим немного переделать. Переделали общественный музей вот так, оставив от прежней экспозиции голые стены, а те выкрасили в мышиный цвет. Как тут не вспомнить известную фразу из культового романа братьев Стругацких? Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. Что они сделали первым? Они через несколько дней сорвали знамя мира, которое развивалось на флагштоке перед зданием общественного музея. Знамя мира, которое является отличительным флагом международного договора, ныне действующего. Пакт Рериха лег в основу создания и деятельности ЮНЕСКО. Об этом неоднократно говорил генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и генеральный секретарь ООН господин Пан Ги Мун. Их задача вот просто развеять пепел, оставить в памяти нашей страны Рериха только как художника. В лучшем случае. Все остальное исчезает, его нет. Прежнее оформление музея варварски демонтировано и без разбора свалено в кучи. Такое вот ответственное хранение. Группа из сотрудников МЦР вошла на территорию усадьбы Лопухиных, когда нам разрешили забрать личные вещи, какое-то имущество. Да? И мы видели тут страшный разгром, который натворили представители, казалось бы, учреждения культуры Государственного музея Востока. Среди прочего были разбиты немецкие витрины. Мы знаем, что в них находились дорогие для нас вещи. Это украшения Елены Ивановны, личные вещи Рерихов, древние буддийские иконы Тханки. И представить, что эти витрины взламывались при помощи электроинструмента и лома, для нас как бы просто жутко. Витрины восстановлению не подлежат, и их стоимость на сегодняшний день составляет более 10 миллионов рублей. Вы знаете, я музейщик с очень большим стажем. После того, как он кувалдой взламывал дверь в музей, после того, как он позволил своим сотрудникам разгромить витрины, разбить наши фризы, поломать предметы музейные, после этого я Тиграна Константиновича отношу его к воинствующему невежеству. Потребовались полгода и решение суда, чтобы рериховцам наконец-то начали возвращать их собственность.
вот так издевательски, во дворе, под дождем, и далеко не все. Вы можете забрать ваши вещи вот в той коробке, которая у вас есть по описи. Вы посмотрите на них, если что-то вы еще не найдете, мы посмотрим и потом также их вам выдадим. Приличный очень фотоаппарат с различными там приспособлениями. Он исчез просто, не могли никак найти. 2 ноутбука у меня на посту охраны осталось еще 100. Тоже ничего этого не нашлось и ничего меня... Но что же в итоге? Мы получили обещанный государственный музей? Да, получили. Вот вывеска. Вот растяжка Минкульта. А в остальном... Если пройти посмотреть, в каком состоянии здание было у нас до захвата, и в каком оно сейчас, спустя буквально 1,5 года, да, то уже появились трещины. Внизу отваливается штукатурка, потому что они не чистили снег, и вот это подтаивает снег, и все начинает рушиться и сыпаться. Если вот сейчас пройти посмотреть, стоят скульптуры, на головах там, можно сказать, полуметровые шапки снега. А это фондохранилище Государственного музея Востока. Ремонта оно давным-давно не видело. Но если таков его внешний вид, то в каком же состоянии само хранилище? Насколько хороши в нем системы температурно-влажностного контроля и охраны? Нет, не зря сотрудники Музея Востока с болью и тревогой говорят об условиях хранения экспонатов в его запасниках. А ведь именно сюда перевезли часть наследия из усадьбы Лопухиных. А какими были условия хранения там? Да, могу взять на себя ответственность и сказать, что температурно-влажностный режим в хранилище у нас был стабильный. И об этом свидетельствуют все записи с электронных датчиков. И в залах мы тоже поддерживали температурно-влажностный режим на должном уровне. В фондохранилище Общественного музея имени Рериха была смонтирована революционная система пожаротушения, новейшая, разработанная в 21 веке. Это вещество обеспечивало гарантированное тушение любых видов возгораний и при этом было безопасно для всех музейных предметов, для здоровья людей. Ну а как с защитой от воровства? Вот, к примеру, кадры недавнего хищения картины Куинджи из Государственной Третьяковской галереи. В гуще народа, прямо среди бела дня, и никто ничего не замечает. Момент с Куинджи у нас просто был невозможен, потому что все картины были под сигнализацией, это первое. И вторая, они были закреплены таким образом на тросах, что даже попытка до них дотронуться уже срабатывала сигнализация, а уж попытки снять. Если возле картины происходило резкое движение, раздавался на весь музей вот этот звон, и, может быть, через минуту оказывался охранник, были смотрители. Довольно убедительные аргументы в пользу бывшего общественного музея, не так ли? А что с безопасностью экспонатов в нынешнем Государственном музее Рерихов? Там висят наши датчики охраны сигнализации. Причем, когда они делали ремонт, они все позбивали. И потом они это просто не стали настраивать и восстанавливать. Обещанный Государственный музей Рерихов открылся через 8 месяцев после захвата усадьбы. Потребовались косметический ремонт и переделка залов под новую, якобы современную экспозицию. Это действительно очень сложная, очень большая задача. Эту задачу предстоит решать не только мне, дизайнерам, специалистам по наследию Рериха, искусствоведам. Идеалом Кртычева это картины в один ряд под линеечку. И он четко это продемонстрировал, когда по нашим обоям в серый цвет покрасил краской и вывесил в ряд картины. Все.
Покрыли серой страшной краской. И сейчас там висят картины на фоне этой серой краски. Где там красота? Отличия есть. Что было у нас, что у них. В лучшем случае галерея, но все равно духа того, который был прежде, его нет. Здесь нет тепла, ушла жизнь, которая била ключом в общественном музее имени Рериха. По субботам, по воскресеньям были концерты постоянно, причем люди приходили всеми семьями, отдыхали, там уже знали. Сейчас практически пустой музей. Что они делают для того, чтобы туда привлечь людей? Да ничего. У нас было очень множество мероприятий, мастер-классы для детей, для взрослых, музыкальные вечера. Здесь просто тишина. Вот знаете, мы ходим, дежурим второй год, тишина, посетителей нет, единицы, просто идут единицы, и все. Так или иначе, но говорить о востребованности Государственного музея не приходится. В прежнем общественном музее все было по-другому. Музей функционировал без копейки государственных средств. При этом штат музея был более 150 человек. А сейчас в Государственном музее Рерихи, в филиале ГМВ, Государственного музея Востока, и 20 человек не наберется. Здесь люди работают за идею, а там в первую очередь все-таки финансирование и деньги. При этом у нас была постоянная стационарная экспозиция, которая посвящала массе людей. А у них все работает уже второй год, просто в режиме временных выставок. Вот и все. Но эта сравнительная характеристика будет далеко не в пользу Государственного музея Востока, потому что Международный центр Рерихов провел более 500 выставок картин Рерихов в России и за рубежом. Музей Востока 35 за 36 лет, то есть по одной выставке в год. Передвижными выставками Музей Востока вообще не занимался. Мы издали около 500 наименований книг, связанных с наследием Рерихов. 10 книг за время своего существования издал Музей Востока, из которых в 2 рассказывается, что Рерих шпион, Рерих враг советской власти и другие нелепицы. Снова убедительные аргументы в пользу прежнего общественного музея. Ну а что же главное обещание государственников? И мы хотели бы объединить здесь коллекции Международного центра Рерихов и нашего музея с тем, чтобы сделать большую интересную экспозицию, которая была посвящена различным граням творчества такой интересной семьи в русской культуре. Обещанного объединения коллекций не случилось. Судьба картины и остального наследия, хранившегося в центре Рерихов, на сегодняшний день неизвестна. Несколько полотен на стенах, да, действительно из собрания МЦР. Но в основном эта выставка, незаконно удержанная Музеем Востока еще в 90-х. Мы подробно расскажем об этом дальше. А еще о том, как рериховцы многие годы добивались в суде возврата этой выставки. Или хотя бы сверки согласно списку, все ли картины на месте. Да-да, есть основания подозревать хищение нескольких полотен прямо из-под носа у государства. С одной стороны, нам преподносилось, что в государственных руках наследие Рерихов, да, оно будет надежно сохранено. Мы видим, улучшения никакого нет, а наоборот, все становится только хуже.
Что уж говорить о сохранности наследия Рерихов. Ведь после захвата усадьбы прежнюю опытную охрану выставили вон, сигнализацию отключили, а бесценные картины, архивы и артефакты спрятали под замок где-то в усадьбе. Словом, грабь не хочу. Я думаю, в будущем ситуация с нашим музеем, это будет считаться ограблением века. Потому что так поступить, я не знаю, бесцеремонно, бесчестно. Я волонтер. Я приехала, еще музей работал, чтобы поработать смотрителем. Там, в музее, в залах. 4 дня только поработала, и произошел захват. Первое покушение государства на рериховское наследие состоялось за 1,5 месяца до захвата усадьбы. Этакая разведка боем. Как отреагирует культурная общественность столицы на захват государством части имущества МЦР? Утром 7 марта музей Рерихов оцепил ОМОН. Кадры, снятые внутри. Идут обыски и изъятия картин. Столпившиеся у ворот сотрудники пытались останавливать и обыскивать машины полиции. Подождите, сейчас что пустую машину, потом проверять будем. Изъяты картины, в которых, возможно, спрятаны миллиарды рублей. Речь о полотнах Николая и Святослава Рерихов, которые музею якобы дарил беглый банкир Борис Булочник. По версии следствия, Борис Булочник незаконно выводил активы Мастербанка, а уже отмытые миллиарды прятали в картинах. А потом Борис Булочник дарил эти картины МЦР. Все до одной. Странный бизнес для банкира. Обычно так поступают меценаты. Одна из самых дорогостоящих картин, которая была приведена Борисом Ильичем Булочником на аукционе Кристи, это портрет Николая Константиновича в тибетских одеяниях, кисти его младшего сына Святослава Николаевича. Работа стоила около $3 миллионов. Изначально наследие насчитывало около 500 полотен. За счет Бориса Булочника и других спонсоров за четверть века МЦР удвоил свою коллекцию. Свыше 900 работ отца и сына Рерихов. Но столько их было до 7 марта 17 года. Это картина сверху, она была посвящена Магомету. Здесь вот была картина «Змеи. Рождение мистерии». Изымать картины, давным-давно подаренные спонсором, из-за уголовного дела на этого спонсора? Изымать не из кармана подозреваемого, а из общественного музея? Доселе такого не бывало. Один юрист остроумно заметил: давайте тогда отберем в пользу государства храм Христа Спасителя. Ведь он построен в основном на деньги уголовного преступника Бориса Березовского. Я считаю, это заказ Министерства культуры увязать нас к этому уголовному делу. Потому что те картины, которые изъяли, никакого отношения не имеют к этому процессу. Где вы слышали, чтобы следственные органы МВД работали по приказу Музея Востока? Ну, это смешно. Господин Седов доволен. Судя по списку изъятых полотен, его подчиненные отобрали самые известные картины. Заведомо очень дорогие и при этом легко ликвидные. И вывезли их в Музей Востока. При этом нам ответственно заявили: в этом вале, в котором скупалось все, в том числе есть вещи, которые, ну, вот в настоящий момент у меня вызывают сомнения. Изъятые картины ждет экспертиза на подлинность. Каждая наша картина подтверждена экспертным заключением ведущих специалистов Третьяковской галереи, других музеев. Как директор музея я могу вам гарантировать, что подделок и неподлинных картин Рериха в нашем музее нет.
Так зачем же Музею Востока новая экспертиза? Дело долгое и далеко не простое. Есть известная схема, когда картину якобы берут на экспертизу или на реставрацию, а через несколько лет владельцу возвращают подделку. Все. У сотрудников Международного центра Рерихов есть основания не доверять Музею Востока. Однажды он уже присвоил обещанную им Святославом Николаевичем выставку картин. Почти 300 работ Рерихов. Теперь, 20 лет спустя, сотрудники Музея Востока на выбор снимали полотна прямо со стен. Тут же паковали и, словно трудолюбивые муравьи, тащили на погрузку для доставки к себе. Обратите внимание, при непосредственном участии уже назначенного директора будущего Государственного музея Рерихов. И все это при молчаливом содействии силовых структур государства. Если бы я не знал, что в этой акции замешаны были следствие и юридические сотрудники Министерства культуры и Музея Востока, то я бы сказал, что 7 марта на нас был осуществлен бандитский налет. А какую дымовую завесу акции Минкульта и силовиков обеспечило центральное телевидение? Посмотрев сюжет, попробуй-ка разберись хотя бы в том, сколько картин вывезли из музея. Наследие знаменитого художника никто не вывозит, и государство на него не претендует. Так ситуацию вокруг Международного центра Рерихов прокомментировал советник главы Минкультуры Кирилл Рыбак. В рамках проводимого обыска сегодня было изъято несколько произведений Святослава Николаевича Рериха, подаренных центру. Но сейчас более 200 картин Николая Константиновича Рериха, видимо, уже изъяты, включая выступления в поход. Помешать рейдерам не удастся. Эту самую большую в музее картину вывезут глубокой ночью, втайне от всех, под руководством организаторов захвата. Как не стыдно? Ваши коробки. А картины где? Господин Кртычев, что везете? Музей и оголенные стены. Представьте, вчера вы видели картину, а сегодня они оголенные стены, провода. Спазмы были даже у всех, и слезы на глазах. Даже наши мужчины шли и плакали. И посетители многие потом шли за нами и плакали. Но разве я могла остаться после этого в стороне? В идеальном состоянии находилась усадьба. Просто когда сделали, решили ее отнять и все, отжать, как говорят. Мы уже знаем, что физически рериховцев убрали из усадьбы, когда стало ясно, что мартовская акция силовиков серьезных протестов в столице не вызвала. 28 числа, в конце рабочего дня, когда у нас проходил концерт всемирно известного пианиста из Болгарии, сюда зашел директор Музея Востока с группой неизвестных лиц в камуфляже, которые не представились, были без знаков отличия. И в ультимативной форме сказал освободить помещение, потому что пришли новые собственники. Сейчас это уже свершившийся факт. Усадьба Лопухиных опечатана на неопределенный срок. Ночь прошла неспокойно. Сотрудники МЦР вызвали полицейских. Они считают, что произошел рейдерский захват, что Музей Востока выселяет их на улицу. Музей Востока подал иск на выселение Международного центра Рерихов. Есть решение суда, которое не вступило в силу. Оно датировано 7 апреля. По закону в течение 30 дней можно подать на апелляцию. Ну где здесь начальник, замначальник ОВД Хамовников, а? Ну воспрепятствуйте, ломаются вороты тыльной стороны, оттуда вывозят наследие. Зачем надо было захватывать усадьбу? Ответ один. Не только усадьба нужна Министерству культуры, но главное наследие.
Июнь 2013 года. Лондон. Русская неделя аукционного дома Бонхамс, одного из самых известных в мире. На торги выставлена картина Николая Рериха «Мадонна Лаборис» или «Труды Богоматери». Сюжет картины, написанный в 1931 году, взят из апокрифического Евангелия. Апостол Петр жалуется Господу: «Без устали стерегу я врата, но каждое утро новые люди в раю. Пошли ночью Господь и Петр, и видят: Пресвятая Богородица на своем белом шарфе поднимает из-за стены рая чьи-то души. Взревновал Петр, но Господь шепнул ему: «Шш, не мешай». Продано. 8 миллионов фунтов стерлингов. Это около 12 миллионов долларов. И новый мировой рекорд цены картины русского художника, проданной на аукционе. Напомним, за четверть века Общественный музей МЦР собрал более 900 художественных работ Николая и Святослава Рерихов. Но ведь наследие – это не только картины. Вот бесценные подарки индийских учителей Николаю и Елене Рерихам. Это простенькое на вид кольцо принадлежало Нефертити, царице Древнего Египта. Подлинник, 14 век до нашей эры. Это знаменитая поэма «Шахнаме» персидского поэта Фердауси, рукопись XVI века, одна из лучших в мире по сохранности. А чего стоят научные коллекции, собранные экспедицией Рерихов в Тибете, Гималаях, Монголии? Когда я вывозила из Бангалора это наследие, подготовив его к вывозу, то в аэропорту его взвесили, и получилось 4 тонны. В эти 4 тонны входят художественные произведения Рериха, в частности, почти вся гималайская его серия, ряд сюжетных картин. Входит его библиотека, собранная в течение жизни, очень ценная, различные реликвии и экспонаты, и огромный архив рериховский, который мы сейчас постепенно публикуем. Архив, который раньше, в общем, о нем ничего не было известно. Людмила Васильевна Шапошникова не только доставила из Индии в Москву рериховское наследие. Это ее трудами был создан и получил мировое признание Международный центр Рерихов и Общественный музей имени Николая Константиновича Рериха. Кстати, то, что мы есть общественный музей, не государственный, это концепция Святослава Николаевича, который относился к Минкульту и к государству нашему с большим недоверием. А откуда вообще взялось это бесценное наследие? Кто его собирал? Зачем? Давайте с самого начала, по порядку. Сегодня очень светлый, большой праздник. 140 лет назад родилась великая женщина Елена Ивановна Рерих. А еще сегодня исполняется 26 лет со дня открытия Общественного музея Рериха. Он был открыт 12 февраля 1993 года. Рерихи – явление уникальное, ведь все члены этой семьи – люди всемирно известные. Глава семьи Николай Константинович, ученый, общественный деятель, мыслитель.
но прежде всего художник, мастер гор. За свою жизнь он написал 7000 картин. На полках библиотек около 30 томов его сочинений. Вместе с женой и старшим сыном он осуществил крупнейшую научную экспедицию XX века. Именем Рериха назван Международный пакт об охране памятников культуры. Это имя носят сотни художественных и культурных обществ по всему миру. Художник любил говорить: «Каждая моя картина должна носить 2 имени. Одно мужское, одно женское». Его жена, другиня и вдохновительница Елена Ивановна Рерих, писатель, философ и просветитель. Среди множества ее корреспондентов американский президент Рузвельт. Ее старший сын Юрий Рерих – лингвист, востоковед и этнограф с мировым именем, знаток культуры и языков Тибета, создатель многотомного англо-русско-тибетского словаря. Младший сын Святослав Рерих – известный художник, видный общественный деятель. Можно по-разному относиться к философским воззрениям Рерихов, но нельзя отрицать великую их любовь к своей родине. Мысли Николая Константиновича и мои всегда были тесно связаны с Родиной, с русским народом. Все мы, вся наша семья горячо верили в будущность, великую будущность русского народа. Нет, не для чужих создавал художник в годы войны свою знаменитую русскую серию «Образы защитников земли русской». Его старший сын Юрий обратился тогда в советское посольство, желая вступить в Красную армию. Ответа не было. Точно так же, как на обращение Николая Константиновича к советскому правительству с просьбой о разрешении вернуться. Увидеть любимую родину и передать ей в подарок ценнейшие научные коллекции, художественные работы и рукописный архив. Это было заветное желание Николая и Елены, до самой смерти так и не сменивших русские паспорта. Он умер в 47-м, так и не получив желанной визы. Елена Ивановна пережила мужа на 8 лет. А через год после ее смерти Юрий Николаевич получил-таки разрешение вернуться, лично от Хрущева, во время визита советского лидера в Индию. Юрий Николаевич Рерих, старший сын Николая Васильевича Рериха, Елены Ивановны Рерих, привез на родину в 1957 году огромное наследие Рерихов. Это была половина того наследия, которое завещал Николай Константинович Рерих и Елена Ивановна Рерих своей родине. Его главной задачей было создание здесь государственный полноценный музей Николая Васильевича Рериха. И что в итоге? Совершенно невероятная коллекция, больше 350 картин, осела в запасниках Русского музея. Музей создан не был, а огромное наследие, я имею в виду мемориальный фонд семьи Рерихов, рукописи, архив, более 200 картин, которые остались на квартире Юрия Николаевича, постепенно были разграблены. Стоит заметить, что власти обеспечили Юрия Рериха 4-комнатной квартирой в Москве и должностью в научном институте, дачным участком, автомашиной «Волга» и, конечно, советским гражданством. Вот только ученого куда больше заботило устройство обещанного мемориального музея отца. Почему нет? Ведь выставка его картин в Москве имела колоссальный успех. 6-часовые очереди, по 5000 посетителей в день. В мае 60-го
Юрий устроил приезд Святослава Рериха с выставкой. И вновь огромный успех. Но радость от встречи с братом омрачила новость. Большую часть картин, переданных Юрием для организации музея отца, поместили в музейные запасники. Остальные отправили в Новосибирск. Это значит, что никакого музея Рериха в столице не будет. Сердце ученого не выдержало, и он скоропостижно скончался. 57 лет от роду. Половина наследия семьи Рерихов оказалась в руках государства. За исключением картин, тибетских древностей и библиотеки, находившихся в квартире Юрия Николаевича. По закону они теперь принадлежали его брату Святославу. Но в Москве нашлись те, кого тоже интересовали эти ценности. Это чисто криминальный интерес, связанный с тем, что картины и архивы Рерихов с квартиры Юрия Николаевича распродавались в частные руки, в том числе высоким государственным чиновникам. Когда мы пытались привлечь внимание правоохранительных органов к розыску картин и архивов с квартиры Юрия Николаевича Рериха, то мне позвонили и сказали, что этим заниматься не следует, потому что картины уже давно пристроены в высоких кабинетах. И в этих условиях, когда государство не принимает никаких мер, МЦР вместе со своим венецианатом вынужден был скупать в Москве, в антикварных магазинах, часть наследия, которое появлялось. Вы понимаете? Понимаете, это все было сделано в общественном музее. И я удивляюсь, когда возникают в средствах массовой информации вот эти вот инсинуации на тему того, что государство лучше сохранит. Почему не сохранило до сих пор? Вопрос. Для советского государства Николай Рерих всегда был нежелательной персоной. Ведь он жил и умер за рубежом. Лишь в год столетия со дня его рождения Министерство культуры СССР обратилось к Святославу Николаевичу с предложением организовать выставку картин его отца. Тот согласился. В ноябре 1978 года спецрейс доставил картины в Ленинград. Здесь, в Русском музее, выставка начала свое триумфальное путешествие по стране. Стоит заметить, что к тому времени на мировых аукционах за картины Николая Рериха охотно платили суммы с 4 нулями. Не в рублях, в долларах. И владелец коллекции подстраховался. Существует акт приема передачи, в котором четко написано, что коллекция в количестве 296 полотен, собственником которой является Святослав Николаевич Рерих, принята на временное хранение. В этом акте черным по белому написано, что коллекция возвращается по первому требованию его владельца или законных его представителей. Однако ни владельцу, ни его доверенным лицам ни одной картины из этой коллекции так и не вернут. Четверть века будет длиться судебная тяжба по этому делу между МЦР и Музеем Востока. Все решит тот самый апрельский 2017 года силовой захват усадьбы Лопухиных. Не возврат выставки, а угроза потери всего наследия и самой организации. Вот теперь насущная проблема для рериховцев. А мы с вами снова вернемся в 89-й год, чтобы узнать, наконец, как наследие Рерихов оказалось в этой усадьбе. На встрече с президентом страны Михаилом Горбачевым Святослав Рерих предложил создать в Москве музей имени своего знаменитого отца.
Главное условие – музей должен быть общественным, не подчиненным Министерству культуры. Это условие вызвало возражение. Ведь советский академический музей мог быть только государственным. Однако владелец наследия вдобавок предложил создать общественную организацию для поддержки деятельности будущего музея. Только на этих условиях он был готов безвозмездно передать в Россию наследие своих родителей. Во-первых, хватит медлить с созданием музея. Во-вторых, он не должен быть государственным. Подчинение Центра Министерству культуры, а тем более Музею искусства народов Востока, повело бы к сужению задач и возможностей Центра. Второе и обязательное условие передачи наследия – это здание в центре столицы для его размещения. Я сам выбрал бывший особняк княгини Лопухиной возле Пушкинского музея на Волхонке. Условия были приняты. В ноябре 1989 года вышло постановление правительства о создании Советского фонда Рерихов и Общественного центра музея имени Николая Рериха в Москве. Государство обязалось оказывать ему всемерное содействие. Решением московского правительства Советскому фонду Рерихов был передан в пользование памятник архитектуры усадьбы Лопухиных с прилегающим участком общей площадью 1900 квадратных метров. Все здания находились в аварийном состоянии, но был утвержден генеральный план реставрации усадьбы. Вот этот документ. Когда помощь государства обернется лишь пустыми обещаниями, именно по этому плану рериховцы за свой счет и своими силами будут восстанавливать усадьбу. Полгода спустя в Индии Святослав Рерих оформил у нотариуса завещание. Все имущество семьи художник передавал Советскому фонду Рерихов для создания музея, и в том числе коллекцию картин с выставки, находившихся на временном хранении в Государственном музее Востока. Ту самую. Эту коллекцию из 288 картин он завещал Общественному Рериховскому центру в Москве. И эту коллекцию мы не могли получить 27 лет, вплоть до разрушения нашего общественного музея. Рубеж. Вот я стою на границе, да, и что такое стоять с первого дня, видеть людей с той стороны, которые захватили твой музей. Это эмоционально тяжело. Там такая красота была. Четверть века существования Международного центра Рерихов убедительно доказали правоту его основателя. Общественный центр-музей не просто жизнеспособен. Он оказался куда эффективнее государственных музеев и по работе с музейными предметами, и по их сбережению. И тем подписал себе приговор. Сегодня главным приоритетом Министерства культуры России вновь стали имперские амбиции. А такую политику может обеспечить лишь приказная, командно-административная государственная культура. Та, против которой выступали Святослав Рерих и его главный душеприказчик Людмила Васильевна Шапошникова. Она была сердцем, душой и настоящим мотором всех начинаний МЦР. От поиска средств на реставрацию усадьбы и покупку картин Рерихов до масштабной издательской и выставочной работы. Я хочу сказать, что мы будем бороться до конца. Мы отстоим то, что было завещано нам Святославом Николаевичем Рерихом, и будем продолжать работать и развивать музей так,
как он нам завещал. Ведь весь музей был построен волонтерами, без единой копейки государственных денег. Помогали именно вот своим трудом. Еще в 1997 году мы с супругом приехали сюда по зову Международного центра восстанавливать усадьбу. И с тех пор мы просто не уезжали и не уходили отсюда. Мы приехали сюда с бригадой в 1997 году, в марте месяце. И к конференции как раз успели, восстановили историческую ограду. За образцовое восстановление памятника архитектуры XVII века Международный центр Рерихов был награжден национальной премией в номинации «Реставрация». А это особая награда. Премия Евросоюза за сохранение культурного наследия Европы с награждением Центра памятным знаком и грамотой Европа Ностра. За свое родное, близкое. Потому что за столько лет нам музей стал настолько родным и близким. Все, что в нем есть. Потому что это музей, наш музей. Не какой-то там другой, это наш музей. Музей для меня – это образ жизни и смысл жизни. Это более 18 тысяч экспонатов и самое большое в мире собрание картин Николая и Святослава Рерихов. Это более 500 выставок по всем городам России, ближнего и дальнего зарубежья. Это огромные по значимости научно-общественные конференции. Это работа с посетителями, с объяснениями, да, творчества и жизни Рерихов. Это помощь в создании в экспозиции другим музеям. За эту работу президент Российской Федерации дважды отметил генерального директора музея правительственными наградами. В 2006 году министр культуры Соколов вручил Людмиле Васильевне орден Дружбы за сохранение наследия Рерихов и развитие музееведения. 5 лет спустя, вручая орден за заслуги перед Отечеством, министр культуры Авдеев сказал: «Спасибо вам за то, что в наше непростое время имеете мужество бороться за культуру». Вы понимаете, преступление Министерства культуры, я имею в виду в отношении хотя бы только наследия Рерихов, огромное. Разрушив общественный музей, нарушена вся работа МЦР, связанная с популяризацией сохранения наследия Рерихов. Это серьезный удар нанесен самой России. Как не вспомнить здесь пророческие слова Николая Рериха, что разрушение музея есть разрушение страны. Почему-то тем людям, которые захватили сейчас музей, им очень неприятно то, что он был общественным. Вот как снимали этот щит, на котором было написано «Общественный музей». Я присутствовала при этом. Покажем. Полицию. Идут работы. Полиция. Снимайте. Вот вызывай ты полицию. Вы же вызвали полицию.
На ваши законы это нет. Нет, на ваши. А вы молчите, а вы с вами разговариваете. На ваши нет закона в стране. Все права у нас. Нет. Да. А вы делаете вид и сами себя убеждаете в том, чего нет, и всех людей в заблуждение вводите. Поносите нас везде на каждом шагу. Ваше руководство вас обманывает. А в чем оно обманывает? Они все знают лучше нас, они все следят за всеми судами, они все знают. Они просто делают вид, им бабки заплатили, они стоят там. По сколько? По 300 рублей вам платят. Сколько платят-то? Несколько 400 рублей каждые сутки или больше. А что стоишь? Люди здесь стоят за правду и не получают они никакие деньги за это. Это все от желания восстановить справедливость нарушенную, да, вот поруганную правду. Самоотверженно, без зарплаты, без денег, можно сказать. Некоторые даже и пенсию не получают. Стоим за идею, а не за деньги. А между тем, именно деньги – главная причина того, что произошло здесь, на Малой Знаменке. И это большие деньги. Участок между улицами Остоженко и Причистенко – это золотая миля Москвы. То есть усадьбы на Малой Знаменке всего в паре сотен метров от одного из 10 самых дорогих жилых районов мира с ценой земли от 1,5 миллиона рублей за квадратный метр. Напомним, этих метров в усадьбе Лопухиных 1900. Понятно, что метр этот в прекрасно восстановленной усадьбе 17 века по определению стоит еще дороже. А теперь вспомним, что хранилось на этих золотых квадратных метрах. 18 тысяч музейных предметов и около 900 картин. Рыночную их цену подсчитать невозможно, потому что произведения искусства с каждым годом лишь растут в цене. Зато известна стоимость картин, вывезенных из МЦР судебными приставами. Когда мы выясняли, то сумма всего арестованного имущества приближалась к 1 миллиарду рублей. Помимо этой главной причины, у рериховцев есть иные, не менее серьезные основания для беспокойства за судьбу наследия и своей организации. Министр культуры Владимир Мединский в последние годы открыл настоящую охоту на культурные организации России. Из самых громких дел только в Москве разгром знаменитого музея Матрешки в Леонтьевском переулке. Уничтожение Государственного академического русского концертного оркестра «Баян». Ликвидация Международного фонда славянской письменности и культуры. Есть мнение, что причина их принудительного банкротства – интерес Минкульта к зданиям, занимаемым этими организациями. Недавно Министерство культуры провело закон о продаже объектов культурного наследия бесхозных. Следовательно, был заказ на усадьбу Лопухиных, и надо было оттуда выселить Международный центр Рерихов. И был предлог. Мы будем создавать там государственный музей. МЦР не хочет, значит, мы его уберем. Грозовые тучи над усадьбой Лопухиных сгустились весной 2015-го. В июне не стало Евгения Максимовича Примакова. Бывший российский премьер был попечителем и членом правления Международного центра Рерихов. В августе ушла из жизни Людмила Васильевна Шапошникова. Недавно лишенный своего мецената, МЦР затем потерял своего главного покровителя и теперь вдобавок был обезглавлен. Самое время порешать вопрос. Триединая задача, я бы сказал. Это изъятие наследия, выселение Международного центра Рерихов из усадьбы Лопухиных и
Третья задача – это ликвидация организации. Вот распоряжение правительства Москвы о передаче 2 строений усадьбы в безвозмездное пользование МЦР. Значит, отнять у него усадьбу по закону не удастся. А наследие? Тоже вряд ли. Проблема нашего российского государства в том, что у них нет ни единого документа, который бы подтверждало, что наследие Рерихов может перейти к ним на законных основаниях. На законных основаниях Министерство культуры никак не могло изъять у МЦР наследие, так как владелец наследия Святослав Николаевич Рерих оставил все документы, которые подтверждали права МЦР на это наследие. Делу мешают документы? Не вопрос. На данный момент у нас есть основания полагать, как нам кажется, на основании выводов экспертов, что подпись на данном документе не принадлежит Святославу Рериху и, скорее всего, является поддельной. Поскольку суд все-таки эту экспертизу судебную не делал, это вранье, самое настоящее. Эти документы Святослав Николаевич подписывал в моем присутствии. Может быть, людям очень нравится или они хотят взять наше наследие рериховское и с ним что-то делать. Я не знаю, это не мое дело. Но мое дело не дать разорить наш музей. Но не было уже Людмилы Шапошниковой на этом свете. И некому было помешать неправедному суду. А Международный центр Рерихов не является правопреемником Советского фонда Рерихов. Не с точки зрения понимания правопреемства юридических лиц, не с точки зрения нового наследника. Права МЦР на владение наследием по завещанию Святослава Рериха Минкульту удалось поставить под сомнение. Все решения прежних лет в пользу рериховцев отменены. Теперь нужно оспорить их право на владение усадьбой. И Минкульт обрушивает на МЦР всю мощь государственной машины. Это был кошмар, конечно. Проверки, комиссии, одна за одной. Накануне нас проверяло, никаких замечаний. А тут сразу раз, и огромное замечание. Оказывается, что МЦР сдал в аренду незаконно 17 коммерческим организациям. Какой ужас. Это уже основание для расторжения договора. Возмущенные рериховцы обращаются в прокуратуру. Но та без объяснений отказывает в проведении проверок и экспертиз. И все это под нарочитую истерию телевидения. Тайны пропавшего наследия Рерихов и оккультные оргии, многомиллиардные махинации и адепты деструктивных учений. Все смешалось в усадьбе Лопухиных в Малом Знаменском переулке, который более 20 лет занимает так называемый Международный центр Рерихов. Под прикрытием телевидения рейдеры разыгрывают беспроигрышную комбинацию. Министр культуры просит мэра Москвы передать усадьбу Лопухиных в федеральную собственность для создания Государственного музея Рериха. Просьбу оперативно исполняют, а Росимущество тут же передает усадьбу Музею Востока. Все. Осталось только найти повод и выставить МЦР за ограду усадьбы. Бесконечное ООО, торговля лесоматериалами, строительство, гостиничный бизнес, черные металлы, чистящие средства, подвалы, завалены сомнительной литературой. А почему, в принципе, хотелось признать нас экстремистом? Да потому что, когда организация признается экстремистской, тогда все имущество конфисковывается. Но этого не получилось. Решением суда отнять у рериховцев усадьбу не удалось. Помешала их апелляция. Тогда Минкульт оспорил право МЦР на наследие, но отобрать его, переданное самим владельцам, отнять законно по суду тоже не вышло.
Поэтому единственный вариант, который у них был, это ворваться сюда, захватить все, уничтожить общественный музей и просто все это по факту переводить в государственный фонд, понимаете? Так они и поступили. Но справедливости, правды в этом ни грамма. Прошло время. Мы теперь знаем уже заявление Министерства культуры, что в усадьбе Лопухиных не будет музея Рериха. Более того, они всю территорию усадьбы Лопухиных защищают и заставляют нас убрать и мемориал, и бюсты Рерихом. Не нужно. Почему? А где же обещание Медынского? Грош цена им. Общественный музей уничтожен, но жив еще, и как прежде трудится Международный центр Рерихов. В усадьбе под замком лежит бесценное сокровище, поэтому рядом с ним хранители, люди, которые лучше других понимают значимость наследия Рерихов для будущего России. Они стоят дозором здесь, на Малой Знаменке, на рубеже, во имя культуры. И продолжают то дело, которому отдала жизнь Людмила Васильевна Шапошникова. Я бы хотела увидеть будущее России. Возрожденной, умной, духовной, культурной. Вот для этого мы работаем. Деятельность наша продолжается. Выставки детских рисунков, пакт Рериха, истории и современность по городам курсирует. Мы живем, мы работаем, мы не просто сидим. Мы проводим выставки, мы издаем книги, мы проводим мастер-классы. Моральная победа на нашей стороне. Мы не дрогнули, мы не разбежались, как на это рассчитывали. В Индии говорят, в конце все будет хорошо, а если не хорошо, то еще не конец. Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что победа будет в результате за нами. Вопрос только времени. Я верю, что наша Россия проснется, восправит от сна наш народ, и будет все нормально. Это знамя победы. В этом году, 9 мая, мы с друзьями прошли в бессмертном полку с этим знаменем. И после воздрузили, оно здесь у нас находится постоянно, символизируя нашу победу, будущую победу. Добро побеждает зло. Победа всегда за правдой. Поэтому рано или поздно мы все восстановим, и правда восторжествует. Все мы, государство, общество, несем ответственность за судьбы отечественной культуры, за ее современное состояние и перспективы.